Здравствуйте. Мы находимся в секретной биологической лаборатории. Но нас привезли сюда не для того, чтобы рассматривать, а для того, чтобы отремонтировать вот этот ламинарный бокс. Как видите, в нем внутри горит свет. Но система показывает, что свет должен быть выключен. Это мы сейчас и будем исправлять. Сейчас перед вами открытый блок внутренности. И мы видим переделанные уже на светодиодную ленту освещение, потому что родные светодиоды перегорели. И блок управления. Для замены перегоревших светодиодов была использована одна из самых мощных светодиодных лент с потребляемой мощностью порядка 10 Вт на метр и световым потоком в 600 люмен. Для замены вот таких вот 5 светодиодов. Это последний, который сгорел. И сегодня мы его тоже удалим отсюда. Открутили блок управления. Как видите, из чего он состоит? Из двух плат блока питания и двух плат управления с релейным выходом. И нам нужна именно вот эта плата. Эта плата отвечает в том числе и за освещение. На данной плате находится 3 реле, коммутирующие нагрузки, и одно из них управляет освещением. Вот это вот центральное. При прозвонке было выявлено, что оно залипло. Контакты между собой приварились. Его и будем выпаивать. Реле выпаяно. Оно производство фирмы Amron на ток в 5 ампер, коммутируемый. Будем его заменять на другое. Так как реле Amron нет в продаже на данный момент, было принято решение установить аналог другого производителя. На работоспособность это не влияет. Также удалил последний выгоревший светодиод, и теперь освещение будет только на светодиодной ленте. Освещения вполне достаточно. Если же его не хватает, в самом ламинарном боксе внутри есть две розетки на 220 вольт, куда можно подключить дополнительные лампы. Собрали бокс и теперь проверим работоспособность. Включаем розетку, включаем питание, загружается программа управления, проходит тест.
Программа загрузилась. Подсветка не горит. Индикатор показывает, что света нет. Включаем. Все. Подсветка загорелась. Индикатор показывает, что свет есть. Вот он, такой светлый. Выключаем. Все. Подсветка выключилась. Еще раз включаем. И выключаем. Система работает. Голливудские фильмы научили нас, что покидать секретные лаборатории нужно в стиле Resident Evil и Миссия невыполнима, через подземные ходы и туннели. Так мы и поступим.